Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю канал на ютубе «Московские гуппи». Друзья, сегодня у нас вторая часть ролика «Домашний аквариум для гуппи». И мы поговорим о наших параметрах воды, грунте, который мы выбрали, о дополнительных аксессуарах, оборудовании и списке растений. Друзья, прежде чем я продолжу, я хотел бы вам еще раз рассказать о том, что мы новички в травниках. У нас было 3 аквариумных травника по 150 литров, когда мы только начинали строить нашу аквариальную. Но мы от них отказались по причине того, что они изначально были неправильно запущены. Мы неправильно подобрали свет, грунт, растения. То есть все сделали, в общем-то, неправильно. Это первая причина, по которой мы отказались. А вторая и, наверное, самое главное, это нехватка времени. Мы думали, будем любоваться красивыми аквариумами с растениями, разводить в них гуппи, но нет. Разводить гуппи в травниках нереально, когда у вас 200 аквариумов от 10 до 200 литров. А самое главное, в травнике невозможно рассмотреть каждую гуппи. Например, когда вы делите мальков на самок и самцов. И очень трудно увидеть недоразвитую или заболевшую особь. Поэтому нам пришлось отказаться от этого. Напомню. Мы изначально хотели запустить аквариум с живыми растениями для гуппи без осмоса и системой СО2. И думали, что все легко и просто. Но в течение времени к нам пришло понимание, что создание домашнего аквариума для гуппи требует много знаний о растениях, о параметрах воды, в которых эти растения должны расти, насколько они светолюбивы, темпы их роста, совместимость друг с другом. Вопросов оказалось огромное количество. И мы решили, что аквариумные растения будем подбирать, исходя из наших параметров воды. Для этих целей мы купили вот такой набор тестов, который содержит самые необходимые тесты для контроля качества воды. Почему мы купили комплект? Друзья, дело в том, что мы еще ранее приобрели эти же тесты вот в таком виде. То есть каждый тест находил свою индивидуальную упаковку. Но это не очень удобно. Один тест там, другой там. Потеряешь и так далее. Просто можешь запутаться. А тут компактно, удобно все. Этот комплект имеет имеет несколько видов комплектации. В наш комплект входят следующие тесты. Тест pH, GAS общая жесткость, тест KH карбонатная жесткость, тесты на аммоний, нитрат, нитрит, на фосфат, есть тесты на железо и медь, а также, собственно говоря, тест на СО2. В него входит в этот же комплект мерные емкости для тестов, медицинский шприц, а также инструкции по применению тестов, вот такие они. Также есть небольшое пособие, где рассказывается о нормальных параметрах воды для различных видов аквариума. И производитель сделал дополнительные бонусы. Такой положил пакетик с кормом. ГСК корм, это гречично-спирулиновый корм, мы флейкерс, то есть в хлопьях, мы его сейчас тоже тестируем на своих гупешках, им нравится, едят хорошо, какие результаты мы потом расскажем, может быть даже отдельный ролик будет. И вот такой брелочек с дискусом, очень приятный аксессуар. Итак, наши параметры воды. pH у нас нашей воды изначально 7,5-8. Общая жесткость GH 13, карбонатная жесткость KH 7. Друзья, напомню вам, что размер нашего аквариума 60 см длина, 35 см глубина и 35 см высота. Высота столба воды будет 25 см. 5 см грунт и 4-5 см мы не доливаем до верхних границ аквариума. Многие, даже наши покупатели, не знают, что гуппи очень прыгучие. Когда они заиграются или когда их кормишь, они могут выпрыгнуть из аквариума. Такое тоже бывает. Даже мальки, которым всего месяц, и они имеют размер 1-1,5 см, когда меняешь им воду, они заигрываются, подпрыгивают, могут подпрыгивать сантиметра на 3 даже. Их нужно водичкой потом смыть обратно в аквариум, или они сами смешно сползают по стеклу вниз. Довольно-таки забавное зрелище, я вам скажу. Так вот, друзья, исходя из наших параметров воды и размеров нашего аквариума, подчеркиваю, без СО2, мы предположили, что у нас будут расти на переднем плане следующие растения. Криптокарина парва или марсилея четырехлистная. Красивым украшением аквариума на переднем плане можно разместить Анубиус нано.
На среднем плане красиво будут смотреться простые виды криптокарин. Криптокарина вента и криптокарина пандервалистная. Друзья, если я делаю какие-то ошибки, вы уж меня простите, такие названия, что не каждый справится. Вот, значит, на заднем плане красным цветовым акцентом будет красиво смотреться Людвигия палюстрис. Также можно посадить один из видов простых эхинодоросов – эхинодорос амазонка или эхинодорос парвифлорус. В принципе, уже таким набором растений можно приступать к созданию домашнего аквариума для гуппи. Но нет. Юлия увидела красивые фотографии и видео природных аквариумов и захотела создать аквариум с зеленой лужайкой, пушистыми растениями, и чтобы обязательно еще была бликса японская и Людвигия суперред. Ну, смотрите, видите, согласитесь, это безумно красиво. И мы снова приступили к поиску растений и составлению нового списка несложных аквариумных растений для аквариума с СО2. Итак, что мы получили? Что мы планируем? Передний план лужайка, глассостигма или микрантемум Монте-Карло. Средний план альтернантера рейны камини, сторогин репенс, бликса японская, лобелия кардиналис веви. Задний план ротала круглолистная оранж джуз, перистолистник пропинум, бакопа каролинская, Людвигия суперред, гигрофила лимонник. Вот на этом списке растений мы и остановились. Но, возможно, мы что-то и уберем или добавим. Друзья, в связи с этим мы вам будем очень признательны, если вы напишите нам в комментариях название растений, которые у вас растут, при условии, что наши параметры воды одинаковы с системой СО2 и без СО2. А теперь я хочу вам рассказать о том, как мы выбирали грунт для нашего аквариума. Друзья, исходя из того, что почти все гуппи очень красиво смотрятся на черном фоне, если даже не будет красивой зеленой лужайки, мы искали грунт черного цвета и остановились на пропане и кварце. По кварцу вопросов почти не было. А вот о пропане мы перелопатили море информации и узнали, что есть два вида этого грунта. Первый – это магний-силикатный пропант, который, как выяснилось, не подходит для использования в аквариуме. В связи с выбросом магния в воду он оказывает негативное воздействие на креветок и улиток. Второй вид этого грунта – это алюминиево-силикатный пропант, который подходит для использования в аквариуме. Про пропант пересмотрели много роликов, читали ветки на форумах. Да и цена у него очень привлекательная была – 750 рублей за 10 килограмм на тот момент. Но черного пропана не оказалось в наличии практически нигде. Его нужно было ждать, потом ехать в транспортную компанию, тратить время. В общем-то, не сложилось. Поэтому выбрали классику Денерли Кристалл Кварц в цвете черный бриллиант. Кристаллический кварцевый гравий алмазно-черного цвета. Какую информацию об этом грунте мы прочитали на сайте производителя? Без отвердителей, защита от СО2, светостойкий, водонепроницаемость, размер зерна 1-2 мм, закругленные края защищают донных рыб. И на всякий случай мы купили еще подложку Денерли Нутрибазис 6 в 1 ПК. Но на самом деле мы еще не знаем, применять ее или нет. Мы не рассматривали питательные грунты типа Soil из-за цены и из-за некоторых их свойств. У нас был опыт в одном из наших неудачных травников использования грунта Ista Premium Soil. Но через 1,5 года он просто превратился в труху. Наверное, из-за того, что мы использовали только жесткую воду. Не знаю. Возможно, наши неудачи с сойлом были связаны с нашим незнанием и неправильным применением этого грунта. Такое тоже возможно. Друзья, еще раз подчеркну, мы на самом деле новички в создании травников. Даже, можем сказать, дилетанты. Чем больше мы смотрим ролики, читаем форумы, тем больше мы понимаем, что создание красивого травника – это искусство, что нужно обладать энциклопедическими знаниями, иметь большой опыт. И в то же время каждый аквариум индивидуален. У кого-то даже роголистник не растет, а другие не знают, куда его девать. Друзья, поэтому я прошу вас, не судите нас строго. Если у вас есть сдельные советы, мы будем только рады. Если вы напишите их в комментариях, мы избежим ошибок.
Со своей стороны мы будем вам показывать и рассказывать о жизни нашего домашнего аквариума без прикрас и говорить и показывать только правду. Ну, и давайте перейдем к дополнительным аксессуарам, которые мы приобрели. Набор тестов мы вам уже показывали. Держатели для покровного стекла. Стекло мы будем заказывать, как только... Само стекло мы будем заказывать, как только установим все оборудование, чтобы знать его точные размеры. Держатели для заборной трубки и флейты. Очень удобный девайс, так как можно расположить трубки на необходимой высоте и не нужно ее отпиливать или отламывать. Фон для заднего стекла. Выбрали мы его нейтрального цвета. Он хорошо вписался в наш интерьер. Подложка для аквариума. Вот такая. Очень удобная, плотная. Вот, скрадывает неровности основания. Ну и, конечно, еще необходимо приобрести удлинитель для защиты от короткого замыкания, к которому будет подключено электрооборудование в аквариуме, то есть обогреватель, компрессор, фильтр и освещение. Друзья, мы на самом деле еще до конца не решили, какой все-таки травник мы будем делать. Понятно, что если Юля захочет травник с зеленым ковриком, то придется еще покупать систему СО2, что мне лично не очень-то и хочется делать, но это лирика. Друзья, на сегодня все. Очень ждем ваших комментариев по нашему набору растений. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, если вам интересен запуск нашего домашнего аквариума для гуппи. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч на канале Московские гуппи. До свидания.